О, тут вышел Doom мод, но я его пока отложу. Sony Vegas. У нас есть видео для монтажа. Этот мод не нуждается в представлении, вы и так знаете, о чем идет речь. Ну а если вы в танке, то зайдите на канал Nexus, я уже указал в описании, там есть всякие футажи по Skyfall и невероятно сочный классный тизер. Давайте же обсудим, что мы вообще увидели во всем нам доступном контенте. Итак, на разбор у нас доступна тонна материала, и многие могли не заметить каких-либо вещей. Поэтому я взялся за не очень детальный, но разбор всего материала, включая кадры трейлера. Начнем с простого. Где происходят события этого мода? События мода происходят в некой пустыне или области, покрытой песком. Я так понимаю, что мы побродим по городам, если не по одному, то по нескольким точно. Побываем на военной базе, которую нам показали в одной из футажей, а также повоюем уже в области зеленой травы и всякой зелени другой. Только по одним скриншотам можно понять, что город не единственное место, где побывает игрок. Едем дальше. Противники. Противников за все время нам показали очень много. Я не буду разбирать каждого, так как мои суждения могут быть крайне поверхностные и ошибочные, ввиду недостатка информации, придется лишь перечислить противников, которых мы... Первый из них... Киборги! Это, видимо, конкретно модифицированные бывшие клоны, которые обрели намного больше механических частей и обучились новым приемам. Недалеко от них отходят и быки. Теперь даже больше. Первый имеет установку у себя на спине, которая позволяет уничтожать противников. Второй имеет щит, защищающий его с передней стороны, а также третий. Третий бык куда больше остальных и обладает куда большим количеством модификаций, но его так и не показали, поэтому информации по нему попросту нет. Клонов тоже рукой тронули. Они стали более многозадачными, многие кидают гранаты, используют разное оружие, некоторые из них специализированы, как клоны с ракетницами или с мечами. Изменены были их хнумы. Теперь их целых 3 вида и один босс. Из известного один хнум орудует ракетницей, другой гигантским молотом, а третий неизвестно чем. Но махина в его руках выглядит просто гигантской. Насчет босса. Можно было увидеть скриншот, где хнум просто извергал огонь, как в трейлере. А та же гифка, где он берет игрока и швыряет по арене. Видимо, боссы вышли на совершенно другой уровень. Тронули и их собратьев по опасности поменьше. 2 новых черных биомеханоида старше. Один, видимо, артиллерийский, обладает различными видами всего, что взрывается, а второй обладает чем-то наподобие джетпака, что позволяет ему высоко взлетать, а также далеко прыгать. Существует еще и 3 вида более мелких биомеханоидов. Щитовик, который орудует пулеметом, снайпер, целится издалека и на опережение, а также биомеханоид, обладающий самонаводящимися снарядами. Показали также и ведьм, которые стали куда более мощными. Эти ведьмы намного опаснее ведьм с БФЕ. Хотелось бы, чтобы они такие изначально и были, но, увы. Наших безголовцев тоже не забыли. Теперь у них и есть пополнение. Безголовый камикадзе с чем-то напоминающим ракеты в руках, с помощью которых он запускает себя в игрока. И новый безголовый в черной футболке, который стреляет мини-ракетами. Ну и какой-то совершенно новый вид безголовых, забронированный до зубов. Этот противник взрывает гигантский лазер и небольшие шары. Среди воздушных противников нам довелось увидеть сразу 2 новых. Но оба дроны. Один из них активно мансит и стреляет лазерами, а другого нам не показали, разве что только скриншотик. Одни из самых узнаваемых врагов серии тоже получили улучшение. Клиры обзавелись металлическим каркасом и теперь могут выпускать пару снарядов во время бега, а некоторые из них вовсе обладают способностью к абсолютной невидимости, которая выключается лишь в момент прыжковой атаки. Но Игнары теперь выглядят куда более устрашающе и опаснее, чем их немодернизированные собратья. Также есть и противники, которых точно не было в БФЕ. Танки. О да, в этом моде есть танки, и я вам больше скажу. Судя по трейлеру, нам даже дадут покататься на одном из них. Танк мы в игре не видели, но зато видели довольно ранний видеоролик битвы с БТРом.
Также на некоторых гифках можно найти Клира, да не простого, а гигантского, и который извергает собратьев поменьше. Среди видео можно найти еще и тест улучшенного Скрэпджека, видимо толстяк стал реально мощнее, а также некоторые противники обучились интересным особенностям, например отражение ядра пушки. Такое явно способен провернуть не каждый. Проведя анализ, это все противники, которые были показаны когда-либо, а теперь к особенностям самого Сэма. Нового оружия довольно много, и давайте заденем только его. В одном из этажей можно было заметить ракетный пистолет, а также автоматический четырехствольный дробовик, а также полноценное квадроствольное ружье. Да еще и с крюком на нем, который позволит, как Doom Eternal, цепляться не только за врагов, но еще и за некоторые поверхности карты. Замечены также парные УЗИ, тройной миниган и тройник, который уже давно показывал нам Nexus. Также появилась весьма необычная лазерная винтовка, которая от выстрелов нагревается и при достаточном нагреве выдает неплохую огненную струю. Также можно отметить рейлган. Подобие такого же оружия из Quake, но я думаю, что он не потерял в мощности. Невозможно также упустить мимо мощный гранатомет. А новая ракетница очень похожа на СМАФ. Обрез двустволки сюда прилагается также. Но, как мы знаем, в Skyfall одного лишь вооружения недостаточно. Сэм завелся опытными образцами боевых модификаций, которые позволяют ему лучше маневрировать и быть более опасным для противников. Первое улучшение – дэши. Дэши позволяют ускоряться на короткое время, а также при использовании они сохраняют инерцию. Второе – плечепушка, ну или плечевое орудие, как вам угодно. Оно обладает сразу 4 режимами, но использовать возможно только один одновременно, после чего будет кулдаун. Также она имеет возможность улучшаться с помощью чипов, которые можно найти на карте отдельно, и потом применить в ящике улучшений. Все 4 режима по-своему полезны, как заверяет разработчик. Первый режим – граната, простая граната, которая взрывает небольшие кучки врагов, а после улучшения овладевает кластерным свойством – разбиваться на несколько мини-гранат после взрыва. Второй режим – ракеты. Очередь из небольших ракет, которые сами наводятся на цель, после улучшения становятся напалмовыми и поджигают врагов. Ну а третий – лазер. Это просто поток частиц, который расщепляет противника, работает на ограниченной дистанции, но, по-видимому, наносит самый большой урон среди всех режимов. После прокачки убийство цели взрывает ее, отчего противники рядом получают некоторый урон. И похоронная табличка на месте всех биомеханоидов – щит. Щит на короткий срок появляется и блокирует все, что летит в персонажа, позволяя Сэму выжить в некоторых ситуациях. С прокачкой отражает все, что прилетело в щит в направлении прицела. А также в Skyfall внедрен очень интересный и удобный функционал – пинки. Пинок сильно отталкивает врага, а 3 пинка, поразивших цель, заряжают мега-пинок, который стирает большинство противников с удара. А камикадзе такой пинок и вовсе запускает в полет. Также здесь наблюдается немного другой джетпак, да и сам Nexus заявлял о том, что накодил свой джетпак вместо Хратимовского, который постоянно лагал. А теперь перейдем к особенностям, которые я не видел вообще прежде, а именно транспорт. В трейлере нам показали танк, видимо он полностью работоспособен, и Сэм может устроить на нем танковую баталию. Welcome to the club, buddy. Есть пробитие. А также на гифках можно из интересного увидеть большого меха с пулеметами и вертолет. Подведем небольшой итог, и я поделюсь своим мнением насчет довольно внушительного списка того, что мы увидели. Мне очень понравился Skyfall. Еще с старых времен, когда никаких дэшей не было, а скриптинг был не изучен автором мода, все, что нам было представлено, был лишь один геймплей с новыми противниками. Со времен мая 2016 года многое поменялось. Теперь мод обладает обширной базой скриптов, по словам разработчика, новыми противниками и другим геймплеем. Но то, что меня зацепило — враги. Я всегда хотел чего-то быстрого, чего-то агрессивного. И вот я смотрю эту демку и вижу настолько мощных и опасных врагов, которые не останавливаются в целях убить игрока. На тот момент мы не видели многих, но каждый геймплейный показ снабжал все более и более большим количеством контента. Каждый раз мы видели все больше врагов, все больше агрессии, все больше скорости. И каждый враг здесь действует по-своему. Он одновременно знаком, но одновременно абсолютно чужой для игрока. После противников первое, что бросается в глаза — новые возможности Сэма. Дэши, плечи, пушка, да что там целый крюк, который позволяет летать по арене. Также не забываем про пинки, кучу режимов для пушки.
Эти нововведения отлично вписываются в геймплей. По футажам видно, что ни одна из фишек не становится бесполезной по мере роста игрока и сложности в процессе игры. А также я заметил, что все режимы будут выдаться не сразу, так как в одном из футажей нет никаких крюков, джетпака, а также нет вообще лазера для чепушки. Также стоит отметить количество нового вооружения. Оно просто невероятно большое. Когда-то давно нам его уже показывали, и, казалось бы, его немного, но это буквально апгрейд старого оружия. То есть мод сохранил фишку классического арсенала, но тем не менее, конкретно так улучшил его. Я обожаю кастомные пушки, но еще больше люблю те, которые сохраняют классический стиль, но при этом хорошо вписаны в геймплей. А также то, что я не увижу в Сэме, наверное, вообще убийство окружением. Да, черт возьми, в этом моде есть цистерны, которые неплохо так бахают. Эта штука требует 3 попадания из ракетницы на активацию, дает неплохой такой взрыв, что мне кажется, такое нужно брать на вооружение самим креативом. В этом моде есть буквально все, что я хотел бы увидеть в Сэме. Я его очень жду и надеюсь, что вы ждете вместе со мной. Но вот и все. Спасибо огромное за внимание, а также надеюсь, что вы оцените ролик лайком и подпиской. До следующего раза. И не забывайте, Skyfall быть.